Всем привет! Явное равнодушие китайских автомобильных компаний к идее в мгновение ока заполнить все ниши, оставленные в России ушедшими конкурентами, вызывает недоумение у отечественных функционеров. Они бы и рады дать азиатским партнерам здоровенного пинка, чтобы ускорить процесс, да не могут. Таких кардинальных мер в арсенале нет, а привычки свои менять не в чиновничьих правилах. Представитель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов в своем телеграм-канале сообщил, что с участием комитета в России уже создана Ассоциация китайских автопроизводителей, а также выразил надежду, что с ее помощью решать вопросы регулирования станет легче. Далее в интервью он заявил следующее. Китайские автомобили на фоне ухода западных производителей и проблем отечественного автопрома заполняет российский рынок, но это происходит хаотично и несистемно. Самое важное – это инвестиции в производство автомобилей на территории РФ. Вот просто взял бы и подписался под каждым словом Бориса Титова. Разве что заменил бы хаотично и несистемно на вяло и неохотно. Причин такого поведения китайских компаний много. В первую очередь российский рынок не столь велик, сколь европейский, американский или внутренний самого Китая. Во-вторых, зачем париться с организацией производства, когда можно просто заниматься чистым экспортом, продавая машины при их страшном дефиците по сумасшедшим ценам. Ну и в-третьих, шанса получить люлей от гегемона за нарушение санкций никто не отменял. Сегодня зашел на сайт autospot.ru и заметил, что предложений на новые авто стало гораздо больше, а скидки за наличные уже не редкость. Но тут все понятно, машины, ввезенные в прошлом году, дилерам нужно продать и привезти этого года. Валюта вновь скачет, и сделать это надо максимально быстро. Ссылку на новые авто с достойными скидками как за наличные, так и за кредит трейд-ин я оставил в описании, пользуйтесь. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Чтобы как-то расшевелить азиатских партнеров, в России решили пойти по испытанному пути, безотказному, но неэффективному. А именно создать некое общественное объединение, которое взяло бы на себя заботы о создании привлекательного имиджа страны в глазах китайских инвесторов. Ибо поручение этого дела профильному Минпромторгу может привести с большой долей вероятности к прямо противоположному результату. Но как-то спасать автопром надо, промедление смерти подобно. Так какие цели ставит перед собой новорожденная ассоциация? По словам того же Титова, она призвана правильно построить отношения с правительством, с новыми инвесторами по использованию производственных площадок, инвестиционных усилий, требований и локации. Неудивительно, что в ряды охочих до перечисленных благ тут же вступили крупнейшие китайские автобренды и российские импортеры. Я ни в коем случае не считаю, что у организаторов этой затеи имелись какие-то дурные намерения. Не будем повторять набившее оскому крылатое выражение про дорогу в ад. Однако в данном случае существует нехилая вероятность, что оно более чем применимо. Все эти ассоциации имеют тенденцию или быстро превратиться в бессмысленную говорильню, или же стать инструментом координации экономической политики компаний, работающих на одном и том же поле. Когда зарубежные производители, претендующие в скором времени на захват доминирующего положения на рынке, объединяются под одной крышей с отечественными импортерами, то ни потребителю, ни стране ничего хорошего ждать от этого не приходится. Особенно если эти производители обладают несомненной мощью. По итогам прошлого года Китай отправил за рубеж 2,5 миллиона легковых авто, выйдя на второе место в мире по величине экспорта после Японии. У себя на внутреннем рынке Китай продал 23,5 миллиона автомобилей. Результатом может стать мощное давление на российскую власть с целью получения максимально возможных льгот при взятии на себя минимально возможных обязательств. Устоит ли перед такой атакой доблестный Минпромторг во главе с его не менее доблестным руководством? А кто помешает членам ассоциации скоординировать между собой ценовую политику и установить монопольные цены? Разве что ФАС соизволит, наконец, обратить свое внимание на автомобильную отрасль, в чем также есть определенные сомнения. Таким образом, нельзя полностью отбросить подозрения в том,
что вместо задекларированного системного и эффективного продвижения новых для отечественного потребителя марок автомобилей, произойдет вульгарное проталкивание собственных интересов в ущерб кошельку того самого отечественного потребителя. А как думаете вы, почему китайцы не отказались от дилеров?